Всем привет, меня зовут Игорь. Продолжаем играть Starfield. В прошлой серии мы, как вы помните, прокачали свой корабль немного. Так. И пока между сериями вышло еще дополнение к русификатору с сайта Zone of Games. Получается, первая версия была, он просто интерфейс переводил некоторые, и сейчас вышла вторая версия, и, собственно, перевели некоторые диалоги, что уже немного облегчает перевод, точнее мне. Хотя, опять же, переведено не все, например, тот же журнал до сих пор еще не переведен. Ну ладно, это как бы уже хоть что-то, уже намного лучше, чем было. Потому что, конечно, все переводить я просто не успеваю физически. Ну а так полегче будет и мне, и вам. Так. Почему она там стоит? Вопрос. Ну да, я надеюсь, что перевод, по идее, ничего не должен сломать, но тем не менее. Вопрос на миллион, почему ты стоишь? Значит, ты должна идти за мной. Ну ладно, допустим. Так, сейчас, как еще в прошлый раз хотел, сходим к этому авангарду. Где он? Вот. Нет, не он. Это с каким-то ученым. Детектив какой-то там. Что-то там расследование. Почему его уже нет, что ли? Странно. Так. Сейчас вспоминать, где он был-то. Забавно, по-моему, в журнале его тоже нет. Да, вот все. Нет. Тоже нет. И это нет. Интересно. Фракции. Так, это high level тут. Завершенная. Так. Ну, это, насколько я помню, это... Hey, you! You have a minute? Ага, что случилось? I need to talk to you. You're the one that was on Vectera, right? Допустим. You flew in on the frontier. Да. I knew it. Tommy Bitlow, SSNN research intern. Word is the frontier was involved in an attack. It's true, right? You saw some real action? Да, нас атаковал этот багровый флот. Ну, а тебе это зачем? This is great. My boss, Nadia Mufaz, would kill to talk to you. An actual eyewitness. There's credits in it for credible, newsworthy information. Кто такая Надя Муфас? Everyone knows David Barron, the face and voice of SSNN, if you will. But Nadia is in charge of all the research. All the best stories were written by her. She's really something. Журналюги, что ли? Ну, в принципе, деньги за историю нормально. And easy money, too. Легкие, да. Just go to the SSNN building. It's not far. Keep it up, Tommy. You're killing it. Кстати, что-то первого взгляда мутная какая-то дельца. Ну да ладно. Так, не сюда. О, она жила. Нифига себе. Так, ну за пару часов, где-то пару часов, наверное, я уже наиграл в эту игру. И если кому-то интересно мнение, то
мое, то лично для меня это чистый Fallout 4 в космосе. Почему-то многие вспоминают Skyrim, ну, понятно почему, конечно, но, как по мне, тут о Skyrim вообще ничего нет, это чистый Fallout, ну, только в космосе. Все. По заданиям. I've flown across most of the settled systems in all manners of spacecraft, and yet I still get sick on the gnat. Как скажешь. Единственное, я надеюсь, что не будет таких же заданий, как в Fallout 4. Очень надеюсь. А так посмотрим. В принципе, я и в 4-й Fallout играл, и в Нью-Вегас, и Yeah, what is it? мне нравилось, так что I'm so excited. и здесь я проблем не вижу. Our whole office is getting moved to Gagarin. Really? Чё? What's there to even do on Gagarin? Beats me, but the financials make sense. Чё за Well Гагарин? then, we're going to have to give you one hell of a send-off. You, madam, have a deal. There's plenty of walkway for everyone. I think you've gotten me mistaken for someone else. Что-то я не понял. Это станция Гагарина или что я не говорю? Если из проблем в этой игре, то первое это 100% искусственный интеллект. Наверное, вы сами видели в одной из прошлых серий, где болванчики, ё-моё, пытались в стекло стрелять. Даже не прошли никуда. И оптимизация, конечно. Я думаю, вы все чувствуете эти просадки FPS. Но я прям даже не знаю. Вроде как бы в бою даже нормально. Но это, наверное, просто в таких локациях больших городских. Так, извиняюсь. Вот с тобой я хотел поговорить. Hey, Sarah's friend. Привет. You come to enlist at long last? Start earning your stripes with the Vanguard? Давай посмотрим, что мы. Так. Какую работу я буду выполнять? Vanguard work is as needed. When we've got jobs, we'll make them available to you. But the work itself, well, it runs the gamut. Sometimes you might be hunting down hostile ships on behalf of the UC Navy, or you might be called up to help the Science Division clean up some invasive species. Hell, we've even been asked to help take on the occasional terramorph. And sometimes we just need cargo support. Not every job's glamorous. The Vanguard only gets called in for the ones where there's a chance of Ну, seeing короче, чисто action. боевые задания такие. Wherever Ну, the UC окей. needs us, the Vanguard is there. В принципе, почему бы нет? Давай, All right. я готов. Take the elevator down to the Vanguard Orientation Hall. You can get started at any of the registration terminals. The system will walk you through the rest. And if you've got any questions, I'm happy to answer them. Короче, такая гильдия бойцов со свитков. Yes? You needed something? Я, правда, не знаю, говорил не сравнивать, конечно, с Skyrim, но почему-то мне именно гильдия бойцов первая в ум пришло. Ох, нифига себе. Куда мне надо? Это во фракция. Orientation Hall. Где он? Нет? Нет? Нет, а вот он. Так. Регистрация, значит. Ну, давайте. Имя. Награда? За меня, что ли? 0. Типа, чтобы зарегистрироваться, пожалуйста, нажмите «Соглашаюсь». И типа, если за нас есть награда, мы должны сначала выплатить ее, и только потом сможем согласиться. Типа, так, авангард.
присоединяясь к ним, мы соглашаемся на всякие работу, которая может быть опасна для нас. Типа, вы точно согласны? Ну, понятно. По-моему, это можно было пролистать, ну да ладно, это... Условия соглашения все читают ему в интернете. Конечно же. Так, все, подписан документ. Можем двигаться дальше. Добро пожаловать, Фауст. Двигайся дальше, короче, говорит. Registration accepted. You may now proceed through the historical displays in the orientation hall, or continue on to the examination. Так. Нет, не надо. Я просто хотел посмотреть, она у меня выбрана как главное задание, нет? Если би. Ну ладно, допустим, выбрано. О, у нас тут экскурсия. Уборочный робот. In 2150, humanity learned the Earth's magnetosphere would collapse sometime in the next half-century, eliminating all life on the planet. Decisive action was required, but the secure transport of an entire civilization would demand a new kind of cooperation, a new kind of courage, and a new kind of union. Thus, in 2159, the United Colonies were formed to make that journey possible. Just 1 year later, the Galileo, the first of many colony ships, touched down here on Jemison, beginning a new era of human history, the age of the United Colonies. The effort and planning it must have taken to evacuate literally the entire planet. Can you imagine? The logistics alone must have been mind-boggling. То есть, как я понял, к Земле пришел каюк. И все благополучно с нее свинтили. From their foundation, the United Colonies strove to provide all their citizens with opportunity, security, and peace. But there were those among the UC that still wanted something more. Independence. Ну, как всегда. So in 2161, the UC issued the Centaurus Proclamation, granting UC citizens the right to settle distant worlds and form their own sovereign powers. It wasn't long before the first new faction, the Free Star Collective, was formally organized in 2188, later followed by House Varun, revealing themselves to the universe in 2230. The result of the Centaurus proclamation has always left me torn. So much conflict arose as a result. Was it worth it? Так, извините, пожалуйста, пришлось отойти по-быстрому. Так. Ну, это про новые фракции сейчас сказали. Мне вот это вот больше интересует. Дом Варун какой-то. Это вообще фиг знает кто-то. It was only in 2230 that the faction known as House Varun first made contact with the rest of the settled systems. Founded by the passengers of a colony ship that had left New Atlantis and disappeared 4 decades earlier, House Varun was a faction unlike any other. A theocracy dedicated wholly to the beliefs of its isolationist founder, Jinan Varun. House Varun initially made overtures of peace towards the rest of the settled systems. They claimed their only intention was to spread the word of their god, the Great Serpent. Это те, эти сектанты, по-моему, But none could have высокого уровня, guessed that которые мы this уже worship встречали. might take the Они, что ли? form of a bloody war, the Serpent's Crusade.
Все? Че, не погасли? The Freestar Collective was initially founded in 2188, when the citizens of Вот это Aquila модный banded тип together справа. with the pleasure city of Neon in mutual defense. But in 2194, after the deployment of a UC medical star station in orbit around their world, the citizens of Narion also requested to join the collective. The resulting rise in tensions between the Freestar Collective and UC culminated in the settled system's first intergalactic conflict, the Narion War. Despite a decisive victory by the UC, the colonies permitted the citizens of Narion to join the collective, forming the basis for the fiercely independent union that persists to this day. Так. Вот это пенный поход этого змея. Крестовый поход. In 2240, House Varun forces declared all-out war on the rest of human civilization, initiating the Serpent's Crusade. I have For the something next I want to 23 discuss. years, Ну ты thousands of нашла время. Freestar, UC, and independent souls were killed by agents of House Varun in the name of their serpent god. It was only with the death of their founder in 2263 and the succession of his heir Jarek that House Varun finally sued for peace. There remained, however, select members of House Varun who refused to recognize the cessation of hostilities their leaders established. Even after House Varun's mysterious disappearance, these zealots remain a threat to all who encounter them. Their pacification, a goal of all space. То есть они разделились в конце. Так, конфликт среди звезд. Там какой-то террор. Вот битва на Нира. Вот это вот, конечно, мое почтение. Мех. Вот на этом я бы хотел прокатиться. No one knows how they move between planets. I wonder if they can grav jump or something. Вот с этим встречаться я бы не хотел. I bring her here almost every day to stare at this thing. Так, ну давайте послушаем. Of the many conflicts between the galaxy's factions, none was more brutal than the recent colony war between the UC and the Freestar Collective. Set off by the unauthorized Freestar colonization of Vesta's Pride in 2308, a direct violation of the Narion Treaty, the colony war spread quickly across the galaxy. Both sides deployed every tool at their disposal. Armadas of warships, mechanized combat platforms, or mechs, even bioengineered alien creatures, the infamous UC xeno-weapons. It was only in 2311 at the Battle of Cheyenne that the scales finally tipped. The Freestar Collective, utilizing their civilian fleet as a human shield, successfully crippled the superior United Colonies Navy. After their shocking victory against the galaxy's greatest navy, the Freestar Collective offered terms of peace, which the colonies, out of an interest in staving off any further human costs, accepted. The galaxy has been rebuilding ever since. The colony war was a horrible conflict that irreparably wounded the settled systems. There were times I felt that it would never end. Так. Vesta Pride. Few settled worlds were left untouched by the colony war. But nowhere could the viciousness of modern warfare be seen more clearly than on the Freestar planet of Nira. In
Initially occupied by invading United Colonies forces as a forward operating position, repeated attempts to take and retake the planet by collective forces led only to devastation. Swaths of the world were transformed into scorched husks, a nightmarish testament to the depths of human ingenuity and human cruelty. And today, Nira remains a continuing reminder to the horrors of unfettered war. Как скажете. Для меня это пока еще ничего не I значит. really hope this is just a phase. Чего вам надо? Dad wanted me This to apply thing's for like the an administration artist's track at rendition, school, right? but No animal can be this ugly I'm going in to be real a life. xenobiologist. It's science division or nothing. Как скажешь. Мне In the лично midst of пофиг. the colony war, a different kind of tragedy struck the UC city of Londinian. A newly constructed but critical supply center for the United Colonies war effort, Londinian found itself overrun by one of the galaxy's most mysterious predators, Terramorph? the Terramorph. A rare but pervasive threat to all human-settled worlds, Terramorphs swept over the city, seemingly out of nowhere, on a scale never before seen in recorded history. Valiant efforts by the UC military slowed the onslaught, but the creatures proved unstoppable. Ultimately, the decision was made to destroy the Londinian spaceport, sealing off the city, the outbreak, and its citizenry from the galaxy at large. The tragedy of Londinian is mourned by the UC to this day. А это Terramorph, мы, All по-моему, 4 of my last science papers have been on terramorphs. за тебя рад, ё-моё. Отстань. Terramorph, это, по-моему, мы читали. Ну и слышали, короче, когда с пиратами разбирались в этой лаборатории, по-моему, там Terramorph вырвался и всех поубивал, если я не ошибаюсь. А это типа подписание договора мирного? After the devastation wrought by the colony war, the UC and the Freestar Collective came together to ratify a treaty that became known as the Armistice. На перемирие. Both sides agreed to a vast reduction in standing forces, and that xeno-weapons and mech warfare would be outlawed. All related research was sealed away, accessible only in cases of dire emergency. But the Collective had another demand, that the active commanders of the UC military stand trial for their actions. The United Colonies, in the interest of peace and galactic security, agreed. In 2311, 3 United Colonies senior officers were found guilty. Commander Henry Durant, General Indira Rastogi, and Fleet Admiral Francois Sanon, known better as Ve Victus. All were sentenced to death for their actions, bringing the colony war to a close and returning peace to the galaxy at long last. I was a strong supporter of the armistice. All of the terrible weapons that both sides used against one another. It had to end. Короче, 3 смерти за конец войны. Но все равно как-то не знаю. Односторонне как-то выглядит. Хотя, опять же, как я понял, это коллективные, как объединения, или как там, колонии, одержали верх все-таки над авангардами этим вот. Он только еще родится в будущем. На объединенными колониями. Так, ну ладно, пока изучаем лор, все-таки вселенная, в отличие от свитков и Fallout, новая. Так что рано или поздно надо будет что-то узнавать. Is the United Colonies Volunteer Fleet, serving a myriad of security, logistical,
reconnaissance roles. Я не знаю, при чем там ВМС США, я, по крайней мере, ничего такого не слышал. UC citizenship is guaranteed to every Vanguard member. Open to all captains, regardless of origin, the Vanguard is leading the charge to protect and support the citizens of the United Colonies, wherever in the galaxy they may be. Короче, они решили обновлять свою военку после поражения, как я понял. Так. Жители объединенных колоний. Only through service to the UC can one hope to earn one's citizenship. But the UC prides itself on taking care of its people. Cost of living controls means citizens pay less than their foreign counterparts for needs big and small. All citizens are issued a grant upon joining to get themselves on their feet. And only UC citizens have the opportunity to purchase property, getting the chance to live in one of the most beautiful cities in the settled systems. Но это мы проверим еще. Возьмем на By заметку. joining the Vanguard today, you too can begin earning your place here, in the heart of galactic civilization, as a citizen of the United Colonies. А, кстати, да, я про тебя вообще забыл на самом деле. Thanks for taking the time to talk. I wanted to ask you about the artifact you found on Bethesda. When you pulled it from the rock, held it in your hands for the first time, how did you feel? Ничего не чувствую, просто видения были. No, I don't think you understand. I know about the visions, the light, and the music. How did you feel inside? What were your thoughts? Так, мощная словно сырая энергия текла по моим венам. Мощная... Ладно. Мгновенное перемещение по всей галактике. Как будто перемещение, допустим, так скажем. Oh my goodness. That must have been terrifying. When it comes to the artifacts, it never ceases to amaze me how the science, well, simply fails. Я, кстати, тоже думаю, что есть вполне рациональное объяснение. Просто If there не is, для нас. the artifacts are doing a heck of a job hiding it. The Кто-то же artifacts are их so создал. different, so alien. Это как в первом And I'm Mass Effect certain one of с them reached протеанами. out and spoke to you. Ну, в целом, точнее, Quite в the Mass Effect. mystery. Да, чувствовалось такое. Agreed. Unfortunately, there's no way that I know of to reply. And believe me, I've been trying to gather data on the damn things for years. Какие данные вы собрали? Not much, I'm afraid. All I have to show for my efforts are eyewitness accounts, scores of inconclusive metallurgical test results, and wild theories. Это, ну да, Does уникальная that really одержимость. surprise you? A universal mystery left unsolved for God knows how long? Oh, I've been dreaming about solving this puzzle from the beginning. Ну, я думаю, мы докопаемся до сути. I knew I picked the right person for the job. Look, I wanted to thank you for taking the time to talk, and for keeping an open mind. And I also wanted to say, well, I'm pleased we're on this journey together. It's the best decision I've made in quite a long time. Как скажешь. Так.
Applicant, to the piloting simulation chamber. Please enter the designated simulation. I've spent a fair bit of time in simulators just like these. They're startlingly realistic. Have fun. Недавно. Какой смысл нам? То есть можно реально? Но, типа, здрасте, какой смысл, если мы и так уже летаем? Фиг знает сколько. Кстати, сюда я зайти не могу. Давайте посмотрим, что там. Ну, типа, если будет все так же, то смысл. Warm up the engines. This is the Mark 18 flight simulation chamber, applicant. Currently in orbit around a high-detail recreation of a remote world. When you're ready to begin, please take a seat in the pilot's chair. Your exam is simple. Defeat as many tiers of opponents as you can before your ship is disabled. You must defeat at least 3 tiers of opponents to pass the exam. Good hunting, applicant. Короче, должны победить хотя бы. New targets active. Да. Попробую от первой. Так, тормоз, разворот. На тебя. Один готов. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 1 reached. Initiating Tier 2. Так, сейчас второй. Вот он шумит, конечно, ё-моё. New targets active. Сразу двое. Так, ща. Развернемся. Блин. Ракета. Ускорения вообще нету. На тебе. Блин, он останавливается. Ну-ка. Одиночными добил. Или как? All targets eliminated. Так. Progress recorded. Tier 2 reached. Initiating Tier 3. Так вот сделаем. New targets active. Ага. Все, еще двое. Да ё-моё. Один готов. На тебя. Еще. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 3 reached. Ну-ка. Congratulations, applicant. You've defeated sufficient opponents to pass the exam. Надо You 3 may now уровня пройти exit the было. simulator through the hatch to record your current score, or stay and try your hand at the remaining tiers. Да, выйдем, наверное. Смысл.
Resuming the examination. New targets active. Ходим. Shutting down. Ничего, Congratulations, интересного. applicant. You've passed. You can head up to Commander Tuwala to receive your final results and your probationary assignment. Or you're welcome to take another run at the simulation if you'd like to try and earn a better score. We'll only keep your best run. Да. Мне нужен реальный бой, а не симуляция. Так. Only those on official United Colonies. Ну давай. Well, look who's back. Everything go all right with the exam? Or did you have some questions you needed answered first? Так, ну мы сдали экзамен. Ah, so these are your numbers that just came through then. You ready to hear how you did? Ну давай. Then let's get to them. So, looking at the data, hit every mural in the orientation hall, huh? A test of preparation and thoroughness. To trace the Vanguard values highly. Psychological results are all within expected levels. Navy doesn't have room for folks that'll fall apart the first time they're trying to outrun a homing missile. Now, how'd you do against your foes? All right, clear tier 3. We try to set a high bar, so that's no small feat. Nice work. Hell of a job. I might even let you fly me around sometime. So then, looking at your results as a whole, and presuming you're successful in completing your probationary mission, you could have your UC citizenship after only 10 years service. Better than your average lab rat or diplomat, but pretty standard for folks going out into combat. 10 years might seem like a long time, but it's worth the climb if you wish to become a citizen. So, sounds to me like we've got Vanguard material on our hands. If you're interested, we could bring you on as a provisional member today. Get you the credits you've earned, then send you out on your probationary mission. First, though, all UC service people, provisional or otherwise, are required to swear an oath. So, you want to make this official? Commit yourself to the cause of the colonies? It's a big decision. John, you're not about to have my compatriot here sign some kind of contract that sells you their grandmother 5 years down the line, are you? Officer's honor, Sarah. This is honest work for honest credits. So, you ready to do the deed? Что значит по столом, конечно, но я люблю действовать независимо, это You're not in точно. the Freestar Collective here. Vanguard keeps its work above board. You want in, you have to do it the same as everyone else. And that starts with the oath. Ну, посмотрим. Fantastic. Then just follow me. К чему это все приведет? Не понравится, свалим ему. И плевать на все. Хотя нам все равно сюда возвращаться надо будет. Так что пока подограем. А просто куда мы идем только? И идти мы можем долго таким темпом. Тут, по-моему, уже приносили клятву там. Какие-то ребята стояли. Да? Я правильно понял? Wouldn't be right doing this where we couldn't see the skies. Now, raise your right hand. The motto of the Vanguard is Supra et Ultra, above and beyond. That is where we serve, beyond the furthest reaches of the United Colonies military, and with honor and duty above reproach. Do you swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities? And to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty,
self-reliance in all your actions as a member of the United Colonies Navy. Я. Просто я. Допустим. Then let me be the first to officially welcome you to the United Colonies Vanguard. Now, only thing left is getting you that probationary mission. And what I've got is comms repair. We're trying to refurb an old colony war processing plant on Tau Ceti 2. Sounds like they'd barely gotten set up when their communications died. Place is as isolated as they come. So Brass wants a Vanguard to deliver the repair suite and ensure anyone present is safe and secure. So, can the people of Tau Ceti 2 count on you? Давайте, это хоть какая-то... За зарплату. Конечно. That's the spirit. Head down to the spaceport and talk to Crew Chief Harath. Господи, He'll get you the зарплата. repair suite plus your new recruit kit. Oh, and your advance. Это еще... Give it your all out there. Отлично. Supra et Ultra. У нас так 3000. Мы так не на нуле, конечно, но денег меньше стало после предыдущего... предыдущей серии. Где все спустили на корабль. Так. Atlantis Spaceport. Почему ты здесь показываешь? Если мне надо вот сюда. Часок lookup failed. So, where to next? Так. Пока не взлетаем. Сначала поговорим. Что он предложит? Я так думаю... Так, извините, надо отойти по-быстрому. Так, извините, все, отвлекают сегодня и отвлекают. Так. Сейчас, значит, поговорим быстро с ним и полетим по заданию. Окей. Yes, sir. Херат. Херат. Ну так и будем тебя звать, Херат. Ah, you are new probationary then? Crew Chief Herat. Pleasure to be working with you. Герат. Не, Херат It's my больше job to make звучит. sure all you rocket jockeys are ready for anything that comes at you up there. Now, Manifest says we're fitting you out with one comms repair suite. In addition to the standard issue welcome kit all probationary pilots get for their first mission. Med packs, some small arms, couple spare ship parts, all the essentials in case of any surprises. Ну, это хорошо. My people will have everything on your ship before you lift off. Won't even know they were there. So, paying a visit to the people of scenic Tau Ceti 2. Nice easy one for your first job. Just keep your head on swivel and you'll come home safe. Any questions before you head out? Да, нет, в принципе. Хотя, что можешь рассказать о этой I honestly планете? didn't realize it had people living on it until we got your record. Report they gave us seemed clean. No known hostile outposts. But I wouldn't say that's permission to let your guard down. Just watch out for wildlife and pirates. Keep those med packs handy and you'll be fine. Ну, в путь. Then I won't keep you. Make us look good out there, recruit. Так, все. Все, отправляемся. Так, корабль. Ready to lift off when you are, Captain. Oh, hi, Sam. Miss Morgan. Sarah, please. Good work dealing with those merchants in Freestar Space. Oh, yeah? And... What? I read your report. They sent thanks. Good job. Good job? That's it? Yes.
Oh, okay. You're welcome. Although, you might want to run your reports through a spell check first, but that's all. Так, не понял, ладно. Что я говорю, да, опробуем корабль после тюнинга, так сказать. И, честно говоря, мне уже кабина уже нравится больше, чем та, которая была. Все, полетели. С кораблем, конечно, тут такие мутки можно замутить. Вот это класс, конечно. Так. Нам куда-то туда. По факту выглядит абсолютно так же. Без изменений особых. Так, ладно, полетели. Ой, не так кнопка. Куда нам здесь? Стоп, это... О, Гагарин, вот он. Я думал, эта станция, это... планета все-таки. Прикольно. Так, ну ладно. Нам пока что не сюда. Куда нам? Вот сюда. Да. Полетели. Эти, вторая. Так, ну с виду вроде все нормально. Корпус почему-то немного подбитый. А подбитый, потому что я его не отремонтировал, просто затюнинговал. Забыл его отремонтировать. Так. Садимся, получается. Вот. Единственный. Одно единственное место, так сказать. Куда вообще можно сесть здесь. An abandoned meat-packing facility built on the fringes of the settled systems. I wonder what happened here. Здесь кислород есть, и атмосфера нормальная, походу. Что немного удивляет. Да. Текстурки, конечно же. Ну, вы сами видите. Такое ощущение, что они как будто не прогрузились. Ладно. Вот это вот я сейчас почувствовал, конечно. Опа-на. Кредиты. Я смотрю, тут у нас заварушка была. An abandoned meat-packing facility built on the fringes of the settled systems.
I wonder what happened here. Ты уже говорила это. Something's been through here recently, but left everything in place. Топорик. At least we know it wasn't the Crimson Fleet. Что стоит? Нифига себе, 655 кредитов. Кассета стоит. Патронная. Кстати, она сказала, что, возможно, багровый этот... Как его? Лот здесь побывал. Что в теории, конечно, возможно и так. Да. Не переведено ничего, и переводить там дофига. Лаборатория, но это, как я помню, крафт, а на крафт скиллы сначала надо открыть. Там до скиллов еще. Будь здоров. Ага. Так медленно открывается. Кредиты. Так, ладно, тут ничего интересного. Наверху у нас тоже одни трупы. Ничего интересного. Find anything useful? Кредиты только. Так, ужас на посте 11. Какие-то картриджи, по-моему, это патроны были. Костюмчик. Не особо интересный. Лично мне. Да. Атмосфера есть, гравитация есть. Прыгать высоко я не могу, как раньше. Лифт вызывать не могу. Обследуйте этот крик. Не особо удручает. Во-первых. Во-вторых, полностью разбитый космолет здесь стоит. Корабль. Интересная фауна на данной планете. Так. Крик мне этот не понравился, скажу честно. Either I got hit harder than I thought, or you've got some incredible timing. Regardless, I think it knows you're here. I'll unlock the door. Second floor, main building. But be quiet. Оно. Какой-то у нас теперь хоррор начался, что ли? Ну, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Железо. Железо у нас, в принципе, в достатке. Иду я вообще не туда, куда мне надо.
Seeing a meat packing facility from the inside is starting to make me feel like I should switch to becoming a vegetarian. Так, что я там понабрал? Харизмы, короче, плюс. И патроны. Тут вообще ничего. Тут вот куча крови, ё-моё. Ночью бы сюда приехать. Но прилететь надо было. Тогда вообще чистый хоррор бы был бы. А так, ну ок. Так, давайте к этой женщине сходим. Something's been through here recently, but left everything in place. At least we know it wasn't the Crimson Fleet. Говорит, это походу все-таки был не багровый флот. Хотя вы это могли уже прочитать. Что это такое? Это крафт. Интересно. Да. Короче, что-то здесь всех поубивало. Да. Так. Ну, что ты нам скажешь, единственная выжившая? О, гранаты. Мина. Не особо. Я вообще сомневаюсь, что буду минами пользоваться. А вот гранаты — это вещь. Давай. Мне твои глаза не нравятся. Скажу сразу и прямо. Во-первых, ты куда пошла? Давай поболтаем. Too clean to be one of the settlers. Or a pirate. You see on patrol, maybe? You'll make my day if you said you were a shock trooper out for a stroll. Меня вообще авангард прислал. Vanguard, huh? Yeah, I expect they didn't. I'm Hadrian. I was a researcher with the UC. I came here on a rumor of a... Well, I expect you saw the results on your way in. What's left of the settlers? The work of Oxysio Machina. A terramorph. One of the nastiest aliens humanity's ever crossed paths with. And this one, well, it's something of an anomaly. Possibly a worrying one. I can't believe that a terramorph did all this damage. I mean, I've heard the stories, but to see the decimation firsthand. Какой аномалия? Ну, про терраморфов мы смотрели, читали, неверно сказать. Короче, экскурсию проходили по терраморфам. О какой аномалии идет речь? Terramorphs have a unique growth cycle. They're usually only found on worlds that have been long colonized by humanity. But Tao said he's too young to have one. Yet here it is. I came looking for an explanation and found all this. Ладно. Что ты нам скажешь про них? Other than a remorseless killing machine. Among apex predators, they're the pinnacle. Resilient, agile, smart, and their mental prowess only increases with age. Some can even dominate the minds of weaker species, keeping them as pets, livestock, or toys. They're creatures without peer. Ну что ж. А, кстати, да, все
Поселение теперь managed ты to что ли? scope out a fair bit of the facility before it found me. If there are any survivors of the attack, they're long gone. Что ж тогда? Помогу, чем смогу. I sure could. Because to confirm my suspicions about this creature, I'm gonna need a tissue sample from it. And to get that, I need its corpse. But there is a way we can give ourselves an edge against this thing. The plant's security system. The admin terminal's here in this building, but it needs its connection reset. And as I found out, that's not a one-person job. But if you can make it to the security outpost and restore the connection, I think I can get things back online. See if the settlers left us any other tools. Так. Где найти заставу It's the охраны? building in the middle of the facility. The terminal in there should allow you to grant me access to the system as a whole. Then we can see about getting things back online. Ну хорошо, давай попробуем. Good. Once I see the connection reset, I'll get things underway on my end. Take care of yourself out there. And make sure you leave enough of that thing for us to get a sample. Так. Ну, хвалим. Если мы на нее наткнуться можем? По идее, логично было бы. Так. Где сам этот термор? Только нас был поубивал и спрятался. Так. Статус. Множество ошибок. Пожалуйста, выберите опцию ниже. Так, система безопасности. Перезагрузить. Ага. Так, ничего интересного. Connection restored. I'll make this quick. Plant's turrets took a beating, but I should be able to get you a couple of kill lanes. Just get the thing to chase you down the alleys between the buildings, and you'll lead it right into a crossfire. Oh, hello? I wish I'd found this earlier. You notice those sensors around the facility? Part of a livestock tracking system. Should let you keep tabs on how close the terramorph is. But it's not connected to this network. There should be a terminal in the adjoining room. Tune it to 183.5. Ты так гремишь. Так, куда? А, вот. Система отключена. Включена. Все? Нет. А, 181,3? Нет. И 1. Нет. И 5. Tracker's reading green. What's that sound? Security lockdown is active. Свет вырубился. Stop whatever you're doing and get in cover. It's Ну-ка. all
Опа. А, вон сверху. Нифига себе. Look, I wouldn't engage directly if you could avoid it. The kill lanes. They're set up but need power. There's breakers on each of the buildings you can throw to get them live. Once they're online, lead the Terramorph towards the lights and watch the fireworks. Give it hell, Vanguard. Ома, это что такое? Так, я не понял. Почему я не могу взять? Потому что он у меня, наверное, не установлен, нифига. Где он? Вот. Я про него. На 9. Тут всякая живность обитает. 14. А у меня какая? Где? Тоже 14. И по сути она такая же. Барабан, диапазон, точность, скорострельность. Да. Точно. Так. 29 метров. Что-то мне подсказывает, если мы встретимся, мне хана. 30. Вот сюда вот. Insufficient. Proceed to next power breaker. Издеваешься? Так, тот поближе будет. Что он вообще куда-то удрал? Готово. Так, действуем быстро. Seeing a meat packing facility from the inside Где-то он is прям starting тут. to make me feel like I should switch to becoming a vegetarian. За стеной, что ли? Нет. Да! Вон он, ё-моё. Да ё-моё, он прям тут ходит. Chapter level. Так, есть вариант. Нету никакого варианта. Йоло. А, это та фигня, которую мы на первой планете еще встретились. Йоло. Так. Куда-то он удрал там. Ну пусть пока там побегает. Они там, наверное, друг с другом воюют. Пусть воюют. Да, слышу, как это стреляет. Пускай воюют. Я что-то не понял, как наверх подняться. Понятно, кстати говоря, почему тогда нифига отнять ему не мог. Так, блин. Где тут наверх
у вас дорога. Кто подскажет? Опа. Так, не падай. Интересно, она его завалить может? Вот смешно так было будет, если завалит. Е-мое. It's a miracle we were able to bring that thing down. At least we avenged the deaths of the colony. Вообще без комментариев. Да. Seeing a meat packing facility from the... Oh, now I've lost my appetite. Как скажешь. Чё к чему? Ну, 10-й левел. Кстати говоря, по-большему его. Но это, конечно, лол. Я думаю, босс-файты примерно теперь так и будут происходить. Я на самом деле не думал, что она его сможет загасить. Ну да ладно. Tracker's gone quiet. I suspect it's either hiding or... Wait. You did it, didn't you? Heavens above! Конечно, я. You just flatlined a terramorph! Вообще обнулевый. Да, без проблем. Oh yeah, taken care of. No big deal. You didn't happen to grab me a tissue sample, did you? Держи. All right. I spotted a microscope downstairs. Let's see if we can't get to the bottom of this. Вот это еще бег был. Ну да ладно. Кстати, темнеет. Да. А ведь начиналось все прикольно. Разумной ключ. Но ради всего святого, давай, блин, быстрее, пока я тебя не пристрелил. Older model. Okay, let's see what you can do. Running basic diagnostics. Nothing. Maybe a flag scan? Spectrograph. This equipment, it's not set up to do a proper analysis of our sample. But this terramorph being here, of all places, it doesn't make sense. Humanity's spread plenty of creatures in our travels across the stars. Pets, livestock, pests. But terramorphs, they're different. To our knowledge, no one's ever spread them intentionally. Yet somehow, they follow us. So when humans settle a world, 70 to 100 years later, terramorphs tend to just appear. No one knows how or why. Dangerous, but at least predictable. Talseti, though, it's too young to have a native population. It's only been colonized 20 years? But then the other option, that someone captured one of the deadliest predators in the galaxy just to wipe out some settlers minding their own business? It seems awfully implausible. Есть теория, что терраморфы это люди. We're either looking at a truly strange murder ну, or a faster type of terramorph growth, the results of which could be catastrophic.
Terramorph outbreaks have taken down far bigger colonies than this one. Почему никто не знает, как они попадают? Well, they're not exactly buying tickets and flying coach. Тем не менее. The theory is that they're spread by some kind of egg or seed that's able to evade our detection. But how the hell an undetectable egg turns into a terramorph without anyone noticing is a question no one's ever found an answer to. And it's why what's happened here could be real bad news for the rest of human civilization. Что-то я реально думаю, что это что-то наподобие некроморфа будет. Люди как-то превращаются в этих существ, ну да ладно. Ну да, мы слышали, что они уничтожали. They have. They even took down an entire city once. Вот мы как A раз place called про него слышали. Londini had to be quarantined due to a massive outbreak during the colony war. Заболевание. It's the only known loss of that scale, but it's the reason why any change in our relationship with these creatures needs to be taken very seriously. Так я уверен, что есть какое-то There объяснение. is. There has to be. We just have to find it. Time was, I had access to one of the best repositories of terramorph research in the galaxy. Seems a natural place to start looking, if I can figure how to access it. Ну и как? But we also need to get this sample properly analyzed. Get confirmation on just how concerned we Я should вообще be. здесь как бы по другому поводу. Luckily, I think I know just the person to help with the sample. What would you say to delivering this to him for me? I'd do it myself, but I need to call in some favors. See if I can't get access to that terramorph data. Plus, maybe just pop by a hospital for a little bit. Clear it with your commander first if you have to. You can even show them this. My gene tag. Tell them Hadrian Sanan is worried there could be more attacks on the horizon. They should recognize the name. Тоже служите, что ли? I was. Long time ago. Давно. Family tradition. But I know some of the folks from my old unit moved into the Vanguard. A couple even owe me favors. If I'm lucky, your commander is one of them. Я упомянул об этом, но ничего не обещаю. That's all I'm asking. I need Dr. Percival Walker to put together a sample analysis for this thing. Full workup. He'll know what that means. I'm not sure exactly where to find him, but last I heard he was contracting with the Trade Authority on Mars. There's a place called the Sixth Circle in Sidonia. Bar run by some old friends. I'll meet you and Percival there. And here. Встретимся в этом баре, Not говорит. exactly a bounty, but you certainly deserve them. Should cover the cost of fuel to Mars, at least. Now please, go check in with your commander. We need to know what we're dealing with. Так, ну все. Во. Не, все равно светловато даже так. Хотя атмосферненько, должен сказать. Мы, оказывается, с этим староморфом уже сталкивались. Во второй, наверное, серии. Во второй, да. Я, правда, тогда не знал, что это даже. Я лишь знал, что я ему вообще удана не наношу. И вот тогда было страшно. А это я... Интересно, она бы тогда тоже с ним справилась? Может, просто у нее уровень какой-то офигенный. That was a pleasant change of scenery.
Так, вопрос на засыпку. Чё у меня? Возвращаемся к командиру. Еще что? Так, нет. Это вот это US. Мантис это... А, пост секретный, ну и все. Созвездие. Вот какая организация называется. Возвращаемся, получается, просто. Ни больше, ни меньше. На минус ушел. Я вроде не убирал. 75%. Ну, блин, прям сотку задрачивать я не хочу, честно говоря. Тау. Это вся система Тау с этим. Ну ладно. Так, Альфа Центавр. Куда-то туда. Это Алый флот. Кстати, сюда уже можем. 20 уровень. В целом. Почему нет? Так. Что за глаз? Так. Стой. Прыжок. На автопилоте. Полетели. Что там диалог вдруг ни с того ни с сего заговорился? As in, Corico has a superfluous amount of books. No! I won't have more than enough until I have a super duperfluous amount of books. Please enjoy your visit to Jemison. Все. Так. Нет. Да? Нет. Нет. Вот. Вперед. Посмотрите, сколько денег, может еще что-нибудь обновим на корабле. Так, деньжата десятка, на самом деле не сильно много. Ладно, давайте, наверное, на этом сегодня закончим. Поговорим с ним и отправимся дальше уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и до скорого.